Начну с известного. Команда, которая имеет телепорт, может получить численные преимущества над командой, которая не имеет телепорта. И это самая главная сила телепорта. Сейчас я хочу привести самый яркий пример этого использования. Когда ваша команда вчетвером идет на барона, один из вас идет на бот, у которого есть телепорт, и начинает давить линию. За счет этого приходит игрок, который должен это отпушить, вы телепортаетесь и получается 4 на 5. Все легко. Но видео не про это, но это нужно было объяснить. Сначала я хочу объяснить, как думает High-Elo игрок, и как думает игрок, который посмотрел видео про это и пытается это реализовать, но ему недосконально все это объяснили. Вы должны понимать, что на High-Elo игры отличаются. И High-Elo игрок точно уверен в том, что его команда будет адекватно реагировать на барона. То есть, если там начнется тимфайт, то не будет такой ситуации, где союзник просто отлетит за 1 секунду. На High-Elo такого никогда не бывает, там идут супер долгие тимфайты. Игрок, который идет по боту с телепортом, об этом знает. И он также знает, что он всегда успеет использовать телепорт. Тимфайты идут очень медленно. И не будет такого, что кто-то быстро умрет. Я надеюсь, что вы начинаете понимать, к чему я веду. То есть он мониторит этот тимфайт, и если что-то пахнет жареным, он начинает телепортироваться именно в момент тимфайта. А теперь как видит игрок со стороны, который посмотрел, допустим, какой-нибудь стрим, хайлайтик какой-нибудь, допустим, 10 хайлайтов с High-Elo, и он там видит что? Телепорт идет во время тимфайта. Но он-то скорее всего играет на Low-Elo, а там тимфайты идут очень быстро. И если ты начинаешь телепортироваться во время тимфайта, то ты его уже проиграл, потому что и тимфайт уже закончится, когда ты туда тэпнешься. А даже если ты туда тэпнешься, то за 8 секунд, ну окей, давай возьмем 4 секунды, у них откатятся все способности. 4 секунды. Большинство способностей в среднем имеет 6 секунд. То есть 4 секунды в начале, у тебя было окно в 2 секунды, но ты его просрал, потому что у тебя телепорт в 8 секунд. В общем, что-то меня понесло, вернемся к мыслям игрока. И он будет думать, что он сделал правильно. Ему никто не объяснил это. И я это называю ложным правильным решением. На бот пошел, чек. Телепорт есть, чек. Телепорт сдал, чек. Я сделал все, огонь, чек. Но тимфайт мы проиграли, потому что у меня команда раков. Чек. Все. И скорее всего он никак не проанализирует то, что он сделал. И он будет делать это из раза в раз. Иногда это сработает, иногда это не работает. Но сколько я объектов отдал именно из-за такого мышления, вы бы знали. Поэтому вот мой совет. Если вы играете на Low-Elo, давайте телепорт сразу. Запушьте линию. И как только команда начнет подходить к дракону, сразу телепортируйтесь, попросите варды, потому что саппорт их обычно не ставит сразу. И забирайте этого барона. Первое, вы 100% будете биться 5 на 5, если никто не придет на бот. Для вас это плюс, они потеряют тут миньонов. Ты можешь подумать, а не лучше ли тогда было снести ингибитор, если там к тебе никто не придет? Я тебе скажу, да, если ты уверен в своей команде. Они должны забрать барона, они должны выиграть 4 в 5. Это должно быть очень большое преимущество, надеюсь, ты это понимаешь. Если ты в этом уверен, еще раз говорю, то тогда действуй. Но такое бывает очень редко. Но если ты ошибешься и продолжишь пушить, твоя команда, скорее всего, вся умрет, и они заберут барона. А ты снесешь всего лишь один ингибитор. Я считаю, что это неравноценный обмен. Барон плюс вся твоя команда. Плюс за следующий объект вы не сможете сражаться, скорее всего. А теперь второй вариант, когда враг пришел на бот, а ты уже сдал ТП на барона. Вы забираете барона, деретесь в 4 в 5, у вас все хорошо. За это время враг 100% не успеет все это спушить. Даже если вы потеряете эту башню, то выигранный тимфайт плюс барон того стоит. Так что мой совет заключается в том, что на Low-Elo нужно телепортироваться заранее. Я у вас хочу спросить, я это делаю редко, как вам такое подробное объяснение? Если вам оно понравилось, ставьте лайк. Давайте попробуем сюда нагрузить как можно больше лайков и комментариев. Я сейчас экспериментирую с алгоритмами YouTube, поэтому очень сильно прошу вас поддержать именно сейчас, если вы никогда меня до этого не поддерживали. У меня на этом все. Всем хорошего дня.